Здравствуйте, всем привет! Добро пожаловать на канал Король К-Поп, место, где раскрываются все тайны, связанные с BTS. Сегодня важный вопрос потрясает мировое сообщество. Испытываются ли сейчас отношения между Чингуком и Тэхёном? Происходит ли что-то между двумя самыми популярными участниками BTS, Чингуком и Тэхёном? Является ли внезапная отмена официальных мероприятий с участием Чингука чем-то, что на самом деле никогда не было раскрыто публике? Или это всего лишь спекуляции со стороны фанатов, которые чувствуют себя потерянными после объявления о временном перерыве группы? Но еще более важно другое, почему HYBE до сих пор не предоставили официального разъяснения. Эти вопросы – не просто слухи. В последние дни потоки информации в международных сообществах ARMY указывают на одно, что-то действительно происходит, и это касается двух имен, которые ранее редко попадали в центр внутренних конфликтов. Спекуляции начались после внезапного решения Чингука отменить, или по крайней мере отложить, ряд запланированных мероприятий, официально объявленных HYBE. Особенно заметной стала отмена его участия в глобальном промо-мероприятии модного бренда, стратегического партнера BTS. Объявление поступило всего за несколько часов до события, без медицинских причин, без логистических объяснений, лишь холодная формулировка от агентства «Чингук не сможет присутствовать по личным причинам». Фраза «по личным причинам» спровоцировала взрыв теорий среди фанатов и интернет-пользователей. Особенно, когда в тот же день Тэхён выложил загадочную публикацию в личность сети и вскоре удалил ее после того, как пост стал вирусным. Важно отметить, что это не первый случай, когда HYBE и их артисты избегают прямого участия в внутренних скандалах. Однако несвоевременность и атмосфера вокруг этого инцидента делают его уникальным. Согласно информации от одного из проверенных фан-баз в Южной Корее, имеющего хорошую репутацию по утечке информации, график Чингука включал не только промодеятельность, но и конфиденциальные обсуждения музыкальных проектов, а также эксклюзивные показы мод в Париже. Тот факт, что все это было отменено одновременно, усилил подозрение, что причина кроется глубже, чем просто личное дело. Ситуация еще больше усложнилась, когда в корейском сообществе появились скриншоты, якобы показывающие напряжение между Чингуком и Тэхёном во время закрытой репетиции 2 недели назад. Хотя официально они не подтверждены, скриншоты описывали голосовой спор между ними в студии. Некоторые предполагают, что ссора связана с творческими разногласиями по поводу индивидуальных проектов, которые с недавнего времени стали важной частью идентичности каждого участника BTS после начала паузы группы. За последние месяцы Чингук был чрезвычайно активен в международных сольных проектах, устанавливая новые стандарты в глобальной К-поп-индустрии благодаря сотрудничеству с западными артистами. Тэхён, напротив, избрал более интроспективный, художественный подход, предпочитая джаз и альтернативную музыку. Эти две противоположные траектории были восприняты как свидетельство творческой свободы, но некоторые аналитики видят в них потенциал для конфликта, особенно если агентство попытается объединить их в совместном проекте. HYBE до сих пор молчат. Никаких официальных заявлений по поводу предполагаемого раскола между участниками сделано не было. Но именно это молчание вызывает еще больше подозрений. ARMY, известные своей преданностью и защитой кумиров, начали задаваться вопросом, насколько HYBE адекватно справляется с кризисной коммуникацией, которая может повлиять на репутацию не только отдельных личностей, но и группы в целом. Главный вопрос сейчас. Действительно ли существует напряжение между Чингуком и Тэхёном? Или это просто выдумка публики, вызванная отсутствием информации? Некоторые медиаэксперты называют это явление вакуумом ясности, пустым пространством, возникающим, когда руководство не дает четкого нарратива, и публика сама начинает строить свои истории. В течение более 10 лет BTS славились своей внутренней гармонией. Участники были не только коллегами, но и друзьями, жившими бок о бок. Однако исключать возможность конфликта невозможно, особенно учитывая гигантское давление со стороны глобального сообщества. Также существует теория, что все это связано с внутренней перестройкой HYBE в преддверии возвращения BTS после службы в армии. Поскольку большинство участников уже проходят или готовятся к военной службе, возникает дисбаланс в графиках и приоритетах.
Если действительно есть конфликт, возможно, он связан с тем, кто будет возглавлять будущие проекты, как будет распределяться внимание и какие шаги HYBE предпримет для продвижения группы в новом формате. Некоторые поклонники пытаются сохранять реализм, утверждая, что все это лишь домыслы, основанные на непроверенных постах, подозрениях и общей тревоге в условиях тишины. Однако логичный вопрос остается: если все в порядке, почему HYBE до сих пор молчит? Один из модераторов международного сообщества ARMY с более чем 500 целыми тысячными участниками поделился на аудиосессии в Discord, что произошла резкая поляризация среди фанатов. «Есть две группы», — сказал он. Одни считают, что это просто безумные спекуляции, а другие уверены, что HYBE что-то скрывает. Эту путаницу усугубляет отсутствие активности со стороны обоих артистов. Чингук, обычно очень активный в соцсетях и на платформе Weverse, пропал почти на неделю. Ни постов, ни комментариев, ни лайков. Тэхён тоже. Хотя он и опубликовал черно-белое фото с загадочной подписью «Тишина, грамка», пост быстро удалили, но он успел стать вирусным. Многие южнокорейские эксперты в области СМИ считают такое молчание классической стратегией больших агентств, стремящихся локализовать кризис. Но в этом случае тишина воспринимается как молчаливое подтверждение, только усиливающее подозрения. Профессор Ким Хён Дже из Сеульского национального университета назвал эту тактику сценарием тихого краха. В интервью для Seoul Broadcasting News он заявил: в индустрии корейского шоу-бизнеса молчание часто разрушительнее, чем признание. Фанаты сегодня не наивны, у них есть данные, они анализируют выражения лиц, отслеживают различия в графиках. И если им не дают объяснений, им остается лишь создать собственный нарратив. А фанатские истории часто намного взрывнее, чем правда. Так что же может происходить за кулисами? Первая версия. Творческий конфликт между Чингуком и Тэхёном по поводу совместного проекта, запланированного к релизу в конце этого года. По неподтвержденным данным, HYBE попросили их записать совместную работу в виде юнита. Однако возникли разногласия по поводу музыкального направления. Чингук настаивает на современном поп-R&B, тогда как Тэхён предлагает экспериментальный джаз-контемпорари. Вторая версия – внешнее давление и различие приоритетов. Чингук, лицо глобальных компаний Calvin Klein и Versace, завален международными обязанностями. Тэхён же фокусируется на актерской карьере и арт-проектах. Эта разница в ритмах и задачах могла привести к конфликту ожиданий со стороны менеджмента. Третья и самая спорная теория, что HYBE намеренно создает эмоциональную дистанцию между участниками, готовя почву для пост-BTS-эры, где каждый будет действовать как самостоятельный бренд. Если это так, то напряжение не органическое, а стратегически заложенное. Но, повторимся, ничто из этого не доказано. Все остается в сфере предположений, поведенческого анализа и интерпретации сетей. В этой неопределенности закономерно возникает еще один вопрос: почему HYBE по-прежнему не отвечает напрямую?